Добрый день, друзья, коллеги! Сегодня у нас очередная тема по Google Analytics 4. Сегодня мы рассмотрим новый раздел, а именно Explorations, то есть исследование данных. В прошлый раз мы рассматривали стандартные отчеты, reports, которые мы под себя подстраивали. Но сегодня мы посмотрим раздел, который позволяет нам углубленно изучать данные. Тема разбор ключевых функций и возможностей. В этот раз мы узнаем больше про инструмент Exploration, узнаем об основных возможностях инструмента, как он помогает анализировать данные. Также мы коснемся ограничений, рассмотрим, какие ограничения существуют в Google Analytics 4 Explorations и какой максимальный эффект можно вынести из этого инструмента. Ну и рассмотрим примеры, попробуем вынести какие-то полезные советы для повседневной работы. Меня зовут Олег Островерх, я веб-аналитик в HaloLab. Мы занимаемся анализом наших продуктов наших партнеров, клиентов и все, что с этим связано. Буду рад, если вы будете писать, задавать вопросы, а я с удовольствием буду на них отвечать, что касается аналитики. О чем сегодня пойдет речь? Мы часто, пользуясь стандартными отчетами, самыми простыми, которые у нас есть в Google Аналитике, мы можем посмотреть какие-то данные, но иногда хочется посмотреть что-то по-другому, под другим углом. И как раз Explorations помогает нам. Но есть мнение, что он сложнее, да, в нем сложнее разобраться. И вот мы сегодня попытаемся разобраться. Мы посмотрим, что такое Google Analytics 4 Explorations. Посмотрим, какие ключевые особенности данного раздела, что он может делать. Посмотрим, рассмотрим обзор интерфейса, посмотрим, из чего состоит интерфейс этого отчета, этого раздела. Посмотрим ограничения, какие существуют ограничения данного раздела, которые могут помешать в какой-то степени, но если мы будем о них знать, то мы уже предотвратим какие-то неприятности. Возможности использования. Мы рассмотрим, что можно улучшить для себя, да, чтобы лучше применить для улучшения своей деятельности, и, возможно, рассмотрим практические примеры. Итак, обзор Google Analytics 4 Explorations. Что это такое? Это набор современных методов анализа, которые входят за рамки стандартных отчетов и помогают раскрыть более глубокое понимание и поведение клиента. То есть, как я уже и говорил, то, что нам не хватало в стандартных отчетах, которые были поверхностные, с минимальным набором данных, то здесь, в данном случае, мы сделаем тот отчет, который нам нужен. Основное назначение данного раздела – это создание визуальных данных, то есть мы сможем по-разному визуализировать данные, проводить разные виды анализа, когортные, сравнительные, сегментные и так далее. Мы даже сможем понять, сделать анализ жизненного цикла пользователя, то есть как долго он у нас с нами проводит время. Также детальный анализ пользовательских действий с помощью разных инструментов. Ну и, конечно, одно из основных назначений – это сохранение, обмен данными, экспортирование данных, совместная работа с этими данными, с менеджерами, с руководителями, со смежными отраслями. Поэтому это вот основные назначения данного инструмента. Какие преимущества у Google Analytics 4 Explorations? Персонализированный анализ. То есть каждый пользователь, который имеет доступ к данным, может создавать собственные отчеты, не ограничиваясь стандартными шаблонами, стандартными отчетами, которые уже были созданы, доступными только редакторам и администраторам. То есть он сам может под себя подстроить, создать тот отчет, который ему нужен в его деятельности. Повышение эффективности анализа.
Создание кастомизированных отчетов на основе бизнес-потребностей позволяет экономить время и получать более точные результаты. То есть, если мы будем углубляться, мы будем доставать те важные крупицы информации, которые нам помогут, то, естественно, наша деятельность будет более эффективной. Согласованность данных, как одно из преимуществ, обеспечивает единый подход к анализу данных в компании. То есть сотрудники пользуются единой системой, пользуются единым представлением отчетов, понимают, говорят на одном языке аналитическом и минимизируют риски несогласованности при принятии решений. Это значительное преимущество. И еще одно из преимуществ – глубокая аналитика. Глубокая аналитика, благодаря разнообразию визуализаций, методов анализа, возможно выявлять скрытые инсайты и получать более полную картину пользовательского поведения, и любых других действий и взаимодействия с сайтом. Какие ключевые особенности раздела Explorations? Ключевые особенности – это одно из ключевых особенностей – это настраиваемые отчеты. Как мы уже и упоминали, кастомизировать отчет под себя, под свои бизнес-потребности. За счет удобного интерфейса с помощью функции Drag and Drop, которая позволяет просто перемещать, то есть довольно удобный, простой, с одной стороны простой, с другой стороны требует немножечко изучения функции. Одна из следующих ключевых особенностей – это техники исследования. То есть в данном разделе отчетов Explorations есть несколько, 7 основных техник исследования, которые позволяют углубленно изучить. Мы сейчас пройдемся по ним. Это freeform, свободная форма, которая следует... Техника предлагает множество вариантов визуализации для исследования данных, то есть которые нужны. Позволяет анализировать, сравнивать показатели и измерять с помощью различных визуализаций, таких как таблицы, диаграммы. Дальше потом рассмотрим эти варианты визуализации. Мы можем использовать сегменты, фильтры для дальнейшего анализа. Это все freeform. Что касается следующего, это исследование воронки. То есть с помощью воронок мы сможем изучать шаги пользователей по направлению к конверсии. То есть, чтобы совершить конверсию, совершать шаги, мы сможем анализировать данные шаги. Определять области, по которым области, в которых пользователь прекращает свои действия. То есть на каких этапах пользователь выходит или заканчивает работу. Еще одна техника исследования – это исследование пути. Данный отчет является показателем, как пользователь пришел на сайт, на какие страницы, какие действия он совершал по направлению к нужной нам задаче, то есть по нужному нам действию. Естественно, это конверсия или другой показатель ключевой, который нас интересует. То есть мы можем с помощью этого отчета посмотреть, сколько совершили то или иное действие, на какой странице, и выявить интерес того или иного события. Перекрытие сегментов, то есть одно из ключевых особенностей раздела есть сегментирование, и отчет перекрытия сегментов это позволяет сравнивать несколько сегментов пользователей, чтобы выявить общие черты и различия в поведении. Это тоже помогает для анализа, для более детального, для понимания клиентов, для понимания пользователя, который переходит, и возможности применения для других задач, например, маркетинговых и так далее. Еще одна техника исследования User Explorer. Это изучение пользователя, более глубокое изучение уже персонально пользователя на основе атрибутов, который оставляет пользователь на сайте, который может меняться со временем. И это полезная информация, чтобы выявлять потребности пользователя, удерживать пользователя. Еще одна техника исследования – это когортное исследование.
в котором можно группировать пользователей на основе их общих действий, да, то есть в какое время они совершали те или иные действия, и таким образом тоже мы более детально узнаем про пользователя. Также есть техника исследования, это жизненный цикл пользователя. Мы можем с помощью этой техники изучить поведение и ценность пользователя на протяжении всего жизненного цикла как посетителей, определяя стратегию удержания. Дальше. Сегментация. То есть одна из ключевых особенностей данного раздела – это сегментация. То есть тут есть мощные возможности сегментации для выделения анализа подмножеств данных. То есть мы можем сегментировать по пользователям, по посещениям, по сессиям, по событиям, которые происходили, свои сегменты создавать, использовать шаблоны. Это полезный инструмент и является ключевой особенностью данного раздела. И также еще две ключевые особенности – это варианты визуализации и интерактивная фильтрация. То есть варианты визуализации нам помогают с разных сторон посмотреть на данные, то есть не только табличные, мы можем посмотреть в виде диаграмм, круговых диаграмм, линейных диаграмм, даже глобальных, даже, как сказать, информация на глобальной карте, да, то есть кто где, в каких мест заходил. Что касается интерактивной фильтрации, то это помогает уточнять данные, отображаемые в отчетах, и они здесь сделаны достаточно удобно, чтобы постоянно это применять, постоянно использовать. И вот это является одной из ключевых особенностей. Рассмотрим коротко интерфейс данного раздела. Зайдя в свой аккаунт Google Analytics, мы видим, как обычно, с левой стороны меню. Все всегда нажимали на эти пункты меню. Home, понятно, это домашняя страница с подборкой обзорных отчетов. Раздел Reports, где собраны стандартные отчеты, обзорные и другие. И как раз наш раздел Explore из исследования, в котором мы сегодня и работаем, который мы сегодня разбираем. Зайдя сюда, мы видим начальную страницу, в которой мы видим новое предложение создать новые исследования, либо у нас есть чуть ниже таблица с уже созданными нами ранее исследованиями, которые мы можем продолжить, использовать как отчет, изменять и дальше с ними работать. Каждое исследование примерно состоит из... Может меняться визуальная часть, но в основном они состоят из одинаковых частей, то есть таких же частей, независимо от техники использования. Да? То есть там могут меняться техники там, свободная форма, воронки, исследование пути, но у всех будет стандартный интерфейс. Здесь мы видим одна из основных составных частей – это переменные, центральные, где хранятся все измерения, метрики, сегменты, доступны для использования в исследованиях. Отсюда можно перетаскивать в настройки на нужные нам метрики или размер измерения. Дальше, номер 2, это блок настройки, вкладка настройки. Естественно, их можно закрывать, чтобы они не мешали, если у нас большое полотно данных. И в любом случае вторая часть – это вкладка настройки. Здесь мы определяем, как будут отображаться данные. Выбирать методы исследования, добавлять измерения, метрики, сегменты, что будет влиять на наше визуальное отображение данных. Третье – это у нас панель инструментов. Здесь все необходимые инструменты для работы с исследованием. То есть мы можем здесь, как обычно, вернуться, то есть вернуть действие, предыдущее действие, следующее действие, сохранить один из основных, который нужен чаще всего, это экспорт данных,
которые можно выгрузить в разных форматах, PDF, CSV, Excel, Google документы, и потом дальше использовать уже в других инструментариях, уже за пределами Google Аналитики. Четвертое — это у нас вкладки. То есть мы можем создавать вкладки, создавая новые визуальные отчеты. То есть не просто один отчет, мы его настроили, а собирать целую подборку вкладок разных техник отчетов, и вот таким образом создавая действительно исследования, в которые будут включать разные техники анализа данных. Дальше мы дойдем до ограничений, но здесь пока ограничений на 10 вкладок. То есть один отчет может содержать максимум 10 вкладок. Ну и что удобно, здесь просто как в браузере можно плюсом добавлять эти вкладки. Дальше у нас идут сегменты, да, то есть на вкладке переменные — это сегменты. То одной из ключевых особенностей данного отчета — сегментирование. Много вариантов создания сегментов, рассмотрим дальше. Ну, вот он здесь находится, мы его точно так же с помощью drag and drop перекладываем на настройки нашего отчета. Также на этой вкладке в разделе переменные у нас есть измерения, dimensions. Это характеристики, по которым мы будем группировать данные. Например, события, названия событий, города, регионы, другие параметры. Их там достаточно много. Надо будет в них разобраться и пробовать разные измерения. Дальше у нас идут метрики. Это числовые показатели, которые мы будем анализировать. Например, количество активных пользователей, количество событий. Таким образом у нас будут собираться данные. Дальше, 8-я часть — это визуальная часть, визуализация. То есть это та часть, в которой мы рассматриваем, где мы видим таблицы, графики, воронки. Мы тут можем взаимодействовать с визуализацией, чтобы больше понимать данные. 9-я часть — это выбор визуализации. Для некоторых методов исследования доступно несколько типов визуализации. Например, таблица, круговая диаграмма. Мы можем выбрать наибольший подходящий вариант для нас в разных вкладках. Каждая вкладка будет ту визуальную составляющую показывать, которая нам нужна для этой задачи. Также ниже есть в разделе настройки фильтры. Это которые позволяют сузить круг анализируемых данных. Тоже полезный инструмент данного раздела. Ограничения. Какие есть ограничения в разделе Explorations Google Аналитики? Основные ограничения, которые стоит помнить, это ограничение на количество измерений и метрик. То есть каждый отчет позволяет использовать до 20 измерений и метрик. То есть у нас есть измерения, метрики. Мы можем в один отчет добавить до 20 наименований. При этом можно применить только до 5 этих измерений. А до 5 мы можем применить измерения для детализации и 2 измерения для группировки данных по столбцам, для таблиц. Ограничение на количество строк и столбцов. То есть количество строк и столбцов. Количество данных, которые можно отобразить в отчете, также ограничено. Таблицы могут вместить до 500 строк вниз и 20 столбцов. В то время как другие методы, например, воронки, позволяют отобразить до 15 строк на каждом этапе. То есть здесь мы можем в настройках выставить количество строк видимых. То есть здесь сейчас стоит 50, можем ставить до 500 и вниз листать наши данные до 500 строки. Что касается столбцов, то они могут состоять из разных сегментов. То есть мы можем набрать сюда цифровые показатели, какое-то количество цифровых показателей, и потом они еще разобьются на сегменты. Поэтому мы до 20 легко можем заполнить эту таблицу. Ограничение на количество отчетов и вкладок.
как мы уже упоминали, что количество отчетов ограничено для каждого пользователя. То есть мы можем создать до 200 индивидуальных таких отчетов и использовать до 10 вкладок в каждом отчете. Если подписаться на Google Analytics 4 360, то там доступных отчетов будет больше. Еще одно ограничение – это ограничение исторических данных. То есть мы можем задать определенные рамки временные, но они будут все равно ограничены настройками Google Аналитики, то есть период сбора данных. По стандарту данные собираются за 3 месяца, а можно его перенастроить, чтобы собирались данные до 14 месяцев. То есть это нужно сделать в настройках аналитики, чтобы не потерять данные. И таким образом уже использоваться данными за 14 месяцев. Вот. И если это будет за 3 месяца, то это, конечно, будет меньше информации. Так, и несмотря на все эти ограничения, есть возможность экспортировать все эти данные из отчета в различные форматы. Как я уже говорил, в Google таблицы, в CSV, и потом дальше использовать их в других инструментах, программах, которые обрабатывают аналитику, обрабатывают данные для аналитики. Практический пример. Мы можем рассмотреть небольшой пример по созданию отчета. Вот мы можем выбрать либо из галереи отчетов, либо использовать уже созданные. Я сегодня создавал один из отчетов, и мы можем таким вот образом сделать отчет. Например, создать в данном отчете новую вкладку Freeform и заполнить ее данными, которые нас интересуют. Например, количество событий и вовлеченность. У нас есть количество событий, мы можем его перетащить. И, например, мы посмотрим события. И вот мы видим количество событий и количество имя события и количество этих событий за определенный период. И что если мы добавим вовлеченность, которой у нас нету? Таким образом мы добавляем еще одну метрику и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну, в принципе, не должно быть. User engagement. Да. Это не тот параметр, не те измерения, в которых лучше применяется user engagement. То есть таким образом надо бы посмотреть, что нам пригодится, а что нет. То есть мы можем использовать разные комбинации, но таким образом выйти к тому, который нам нужен. Ну, например, мы добавим сюда страну. Таким образом мы увидим количество, точнее вовлеченность по странам. Какие страны больше вовлечены на нашем сайте и какая у него была общая вовлеченность. Также мы можем добавить среднюю и посмотреть, какая страна нам приносит больше результата. Это что касается исследования свободной формы. Давайте, например, создадим, вот я уже создал сегмент, ну вот мы ее еще раз создадим, перекрытие сегментов. У нас есть уже сегменты, например, нам нужно изучить мобильный трафик и пользователей из США. Метрики мы посмотрим. Количество, например, совершенных событий. И таким образом мы можем анализировать отдельно пользователей, отдельно сегмент, один из сегментов. И также мы можем сразу посмотреть объединение этих сегментов, перекрытие. И таким образом наполнить его нужными нам метриками, нужными нам представлениями.
и таким образом сделать тот отчет, который нам поможет в дальнейшем совершать те или иные действия. Какие возможности предоставляет данный раздел Explorations? Нам дана возможность понять модель данных. То есть для того, чтобы по максимуму использовать данный раздел, нам нужно изучить модель данных, как они собираются. То есть нам нужно изучить основные события и параметры, которые собирает Google Analytics 4. То есть мы видим измерения, мы видим метрики, и мы можем их комбинировать, как на предыдущем примере, что из этого получается. Что-то из этого есть релевантное, что-то нет. Также мы можем понять, какую связь между различными событиями, этими параметрами, и просто оценить, какие данные нам доступны в данном разделе. Используйте сегменты с умом. То есть сама функция сегментирования в данном разделе, она уже является одной из ключевых, и она позволяет создавать сегменты на основе различных критериев: демографических, поведенческих, технических характеристик, комбинировать разные сегменты для создания более сложных условий, использовать сегменты в исследованиях для сравнения различных групп пользователей. Это тоже важно, не только смесь характеристик, но и целых сегментов. То есть, опять же, как совет, как отсюда вывод, какой мы можем сделать, что можно начинать с простых сегментов и постепенно их усложнять, но постоянно их нужно использовать. Также важно использовать сегменты для своих персональных отчетов, то есть если для своей деятельности, если это нужно, то надо создавать сегменты, разбираться в них и таким образом пересматривать и обновлять свои отчеты, добавлять сегменты. Использование шаблонов. То есть использование шаблонов тоже очень полезно. Это может на максимум вывести анализ, исследования. Можно использовать как готовые шаблоны, предоставляемые Google Analytics 4, так и создавать собственные шаблоны для часто используемых исследований. То есть если мы что-то исследуем, это повторяется несколько раз, мы можем создать собственный шаблон и его использовать. Ну и, собственно, иногда нужно настраивать эти шаблоны для своих задач. Собственно, это и есть основная функция исследования. В качестве советов можно дать это сохранять шаблоны для повторного использования. То есть если какой-то из шаблонов, какой-то из отчетов приносит результат, то его надо сохранить и в дальнейшем использовать, улучшать. Также будет полезно делиться с коллегами данными отчетами, шаблонами, чтобы все примерно пользовались, представляли одними и теми же данными. Ну и, естественно, нужно обновлять постоянно под свои задачи, под бизнес-цели компании, под текущую ситуацию. Отсюда мы делаем вывод, что нужно регулярно обновлять отчеты, проверять активность исследования, добавлять новые метрики, новые измерения, удалять старые отчеты. Это все нужно делать, чтобы не захламлялось, чтобы все было всегда под рукой, все самое актуальное. И обучайте свою команду. Такой совет, который направлен на то, чтобы регулярно проводить обучение, создавать некие такие, как командные форматы обучения по поводу пользования одними и теми же отчетами, одними и теми же форматами этих отчетов. То есть, чтобы люди понимали, что все говорили на одном аналитическом языке, пользовались одними и теми же данными и не было разногласий. Ну и также поощрять обмен информацией, обмен опытом между
сотрудниками, между пользователями. Что в заключении? Да, в заключении мы можем сделать вывод, что данный раздел аналитики может нам дать такой толчок, может дать возможность для нахождения каких-то результатов неожиданных, которые мы, собственно, исследуя, находим. Поэтому, если хочется узнать больше, если хочется докопаться до истин, хочется найти что-то, то, что не видели, то следует заниматься этим направлением. Стоит использовать раздел Explorations, стоит использовать все, что мы сегодня обсудили, наши возможности, использовать все те перечисленные советы, перечисленные практики для достижения своих задач. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, я всегда отвечу. С удовольствием можем обсудить, возможно, добавить что-то, что я упустил, забыл, и стоит упомянуть в следующий раз. Также в следующий раз я бы хотел поднять тему других аналитических инструментов, которые смежных, которые используют данные Google Аналитики и стандартных отчетов, и исследовательских отчетов, и позволяют еще больше узнать, казалось бы, куда еще больше, но мы границ не видим. Поэтому я надеюсь до следующих встреч и спасибо за внимание.